Всем привет, меня зовут Шура, и в этом видео мы с вами научимся вязать вот такие вот салфетки из джута. Увидела я похожие в одном из магазинов декора, мне они понравились, я подумала, почему бы и нет, они очень хорошо подходят как подставки под горячее, также можно их вот так вот выложить на подоконник, сделать разных размеров, сверху поставить горшочек, да, вот таким вот образом. То есть все зависит от вашей фантазии. У меня такие уже стоят под вазой, под чайником. Поэтому давайте я теперь вас научу вязать такие же. По расходу давайте сейчас замеряем на салфетку, на самую большую. Давайте сделаем замер. На салфетку 25 сантиметров у меня ушло 4 метра каната примерно и плюс-минус 60 метров джута. Заказать все эти материалы вы можете у моего любимого производителя. Ссылку я вам оставлю в описании. И пробежимся по материалам. Итак, для вязания нам понадобится джут. У меня халва от пряжа Центр, толщина нити М, это 2 мм, на 150 метров 220 грамм. Также нам подойдет и Л, она тоже хорошо будет смотреться, С будет слишком тонкая. Канат 6 мм, крючок номер 4. Кстати, если вы берете Л, тогда крючок нужно будет взять номер 5. Ножницы для обрезания нитей и пошли вязать. Так, начнем мы с вами вязание наше с кольца амигуруми. Для этого хвостик нашей ниточки мы подкладываем под рабочую нить вот таким вот образом. Придерживаем здесь пальчиком, вставляем крючок в получившуюся дырочку, вытягиваем петельку и провязываем первый столбик. Его мы с вами считать не будем, он будет у нас вспомогательный столбик для начала ряда. Далее набираем следующий столбик. Видите, над ним уже появилась петелька, поэтому мы его будем считать первым. Этот столбик был вспомогательным. Получается второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый столбик. Шестой. И смотрите, обычно в любом круге мы с вами набирали 6 столбиков без накида. Здесь из-за каната, из-за большой разницы в толщине, мы для симметрии с вами добавим еще 2 столбика, чтобы немножко сравнять переход. Вот так, 7 и 8 столбиков. Посчитаем, смотрите, по вот этим верхним петелькам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот он последний, 8. Теперь нашу ниточку, вот эту вот хвостик, вытягиваем и максимально сильно затягиваем колечко. Так, чтобы у нас вот здесь в серединке не было никаких дырочек. Поправляем все аккуратно. И теперь давайте подготовим канат. Итак, смотрите, он у нас, видите, такой не очень сильно худенький, так скажем, на конце. И нам нужно с вами его немножко сделать тоньше. Для этого мы расплетем его примерно сантиметров 5. Вот так. И потихонечку срежем по одной нити. Так вот вдоль. Первая нить, подвернем, видите, где она заканчивается, немножечко, буквально полсантиметра пропускаем и по диагонали срезаем вторую. Дальше подвернем, вот они у нас идут, и также по диагонали полсантиметра пропустим, срежем последнюю. Вот такой вот кончик у нас с вами получится. На камеру не сильно заметно, но на ощупь вы сразу заметите разницу. Вот здесь он будет тоньше, и на возрастание он станет толще. Итак, канат мы с вами подготовили, теперь переходим к вязанию второго ряда. Вязать мы с вами теперь будем, смотрите, поближе покажу, за вершины, вот они, наших столбиков. То есть вот так вот.
вставляем крючок. Ряд мы не закрываем, так как вяжем по спирали. Берем наш канат, прикладываем, придерживаем наши кончики, захватываем нить, аккуратно вытягиваем, кончики не забываем придерживаем и провязываем первый столбик. Его давайте сразу пометим маркером, чтобы не потерять потом. Второй ряд у нас будет состоять полностью из прибавок, то есть в каждую петельку мы будем вязать с вами по одной прибавке. Так что теперь в эту же вершину вставляем крючок, вытягиваем нить и провязываем второй столбик. Дальше находим, вот она следующая петелька, следующая вершина, вставляем крючок и вытягиваем первый столбик следующей прибавки. Кончики наши обязательно придерживаем. Вот здесь то, что останется торчать, это потом можно обрезать. Теперь снова в эту же вершину вставляем крючок и провязываем еще один столбик. Вторая прибавка. Далее вот она следующая вершина, вставляем крючок в нее, вытягиваем петельку и провязываем следующий столбик, пятый уже столбик. Далее сюда же вставляем крючок, захватываем нить и вытягиваем ее, провязываем второй столбик третьей прибавки. Вот видите, у нас уже потихонечку на возрастание пошло. И мы уже подошли к ввязыванию последней нашей третьей, вот она, видите, части нити. Вот следующая вершина, вставляем крючок под нее, захватываем нить, вытягиваем и провязываем первый столбик следующей четвертой прибавки. Снова сюда же под эту же вершину вставляем крючок, вытягиваем нить и провязываем второй столбик четвертой прибавки. Вот у нас с вами осталось 1, 2, 3 и 4 столбика последних. Нам нужно с вами провязать еще 4 прибавки. Вот она следующая вершина, вставляем крючок в нее, вытянули, провязали. Снова вставляем крючок, вытянули и провязали. Вот что у нас с вами получается. Такая небольшая улиточка. И вот он, последний столбик. Провязываем последнюю прибавку. 1 и 2. Теперь нам маркер можно снять. И следующий ряд по принципу стандартного идеального круга мы провязываем в первый столбик, первую петельку 1 столбик, во вторую петельку 2 столбика. То есть прибавку делаем. Далее 1 столбик, 2 столбика. И так чередуем. Прибавка через 1 столбик. Вот она, наша первая петелька. Вставляем крючок и провязываем 1 столбик. Сразу одеваем маркер, чтобы не запутаться, где у нас начало и конец. И далее у нас идет прибавка. Вот он, следующий столбик предыдущего ряда. Вставляем крючок, провязываем прибавку. Сюда же вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. Вот так. Сейчас уже намного виднее, так как петельки уже не такие маленькие. Вот следующая дырочка, следующая петелька наша. Вставляем крючок и провязываем 1 столбик. Вот она, следующая петелька. Сюда мы провязываем прибавку. 1
сюда же 2. Вот так вот. Таким образом провяжите сами уже до конца ряда. Итак, я закончила ряд одним столбиком и прибавкой. Следующий ряд у нас будет 2 столбика и прибавка, то есть в каждом ряду между прибавками мы добавляем по одному столбику. Вот они, видите, прибавки предыдущего ряда, и между ними 1 столбик. В этом ряду между прибавками получается 2 столбика. И давайте начнем. Провязываем первый столбик, сразу одеваем маркер, чтобы не запутаться. Провязываем второй столбик и прибавка. Раз. И сюда же в эту же дырочку 2. Вот так вот у вас должно получиться. Следующий 1, следующий 2 и снова прибавка. Раз. И сюда же 2. Вот так вот. Таким образом провяжите до конца ряда. Я дошла до конца ряда. Вот у нас остались последние 3 столбика. Мы вяжем первый столбик, второй столбик, и в последнюю петельку мы вяжем прибавку. Раз. И сюда же 2. Маркер убираем. Следующий ряд у нас идет 3 столбика прибавка. Провязываем первый. Одеваем маркер. И продолжаем вязать 3 столбика прибавка, 3 столбика прибавка, второй, третий и прибавка. Раз, 2, снова раз, 2, 3 и прибавка. Раз, 2. И так до конца ряда. В каждом новом ряду мы будем добавлять по одному столбику. Соответственно, когда мы довяжем до конца ряда, следующий ряд мы будем вязать 4 столбика прибавка, 4 столбика прибавка, и так до конца. Далее мы с вами вяжем уже на тот диаметр, который нам нужно, прибавляя в каждом ряду по одному столбику между прибавками. Соответственно, у нас идет 4 столбика прибавка, следующий ряд 5 столбиков прибавка, потом 6 столбиков прибавка и так далее на тот диаметр салфетки, который вы хотите. После этого я покажу вам, как закрыть наше вязание. Итак, я провязала нужный мне диаметр, у меня получилось 10 рядов, и закончила я 8 столбиков между прибавками. Отрезала канат, примерно 7 сантиметров оставила, и теперь давайте будем закрывать ряд. Точно так же мы его расплетаем, как и в самом начале. И теперь подрезаем его по диагонали. Первую отрезали, подзаплетем и пропускаем уже примерно сантиметр между отрезками. Вот мой кончик, который я первый отрезала, пропускаю примерно сантиметр и также по диагонали срезаю. Также немножечко подзаплетем, пропустим еще сантиметр и точно так же по диагонали срежем.
чтобы вот здесь вот более плавнее закончился наш ряд. Теперь маркер убираем, он нам уже больше не нужен. И продолжаем вязать точно так же, как если бы мы вязали мой следующий ряд. У меня этот следующий ряд начинался бы 9 столбиков прибавка. И мы просто продолжаем вязать. Вот с этой стороны, видите, вот эти вот торчашки мы потом с вами обрежем. И еще один столбик провяжу для закрепления. И вот так вот будет выглядеть наше окончание ряда. Видите, постепенно мы идем на сужение. Теперь давайте провяжем соединительными столбиками по краям, чтобы сделать красивые края. Мы не будем заканчивать ряд, а также продолжим вязать дальше уже соединительными столбиками. Вставляем крючок, вытянули и протянули. Старайтесь вот эти вот соединительные столбики сильно не затягивать. Делайте их максимально свободными, чтобы наша салфетка потом в тарелку или в горшочек не свернулась. И вот таким вот образом по кругу мы провязываем с вами соединительными столбиками. Вот так. И вот смотрите, что у нас получается. Я довязала до конца ряда, уже отпарила нашу салфетку, обрезала нить. И давайте теперь закроем. Смотрите, так как мы начали с вами вот здесь с продолжения ряда, соответственно, мы доходим. Вот она. Видите, вот первый наш столбик был. И вот мы начали соединительные столбики. Вот мы доходим до вот этого момента. Обрезанную нить вытягиваем. И вот здесь вот у нас есть петелька перехода. Вот ее нам нужно спрятать. Мы ее пропускаем и вставляем крючок вот таким вот образом в первую нашу соединительную петельку. Первый соединительный столбик. И вытаскиваем. Теперь с обратной стороны мы вставляем крючок таким образом, чтобы он прошел у нас под вершиной и вышел посерединке нашей последней петельки, чтобы вот таким вот образом спрятать нашу ниточку. Вставляем сзади под вершину, продеваем, видите, центр нашей последней петельки, захватываем нить и вытягиваем ее, подтянем. И вот такой вот конец у нас с вами получается, видите? Аккуратненько и ровно все. Вот эту нить мы потом с вами спрячем в вязании. А с этой стороны, смотрите, да, все равно у нас заметно немножечко переход. Мы одеваем бирочку. Вот в этом вот месте примерно, смотрите, одеваем бирочку, вот где она у нас выходит. И проходит именно в моменте нашем закрытия ряда. Аккуратненько ее натягиваем. Вот так. И наша салфетка готова. Спасибо за просмотр. Если видео было интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Всем отвечу. Пока-пока.